Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы с вами уделим внимание волшебной ночи с 6 на 7 января. И вы знаете, эта ночь, наверное, самая волшебная, потому что на землю спускаются ангелы и стараются незримо помочь каждому человеку. Поэтому, если вы загадаете желание в эту ночь, знайте, оно непременно исполнится. А также сегодня, 6 января, после восхождения на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, начинаются святки, которые продлятся до 18 января. А давайте мы вместе с вами загадаем правильно самые заветные и сокровенные желания в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Рождество – это, вы знаете, такая вот пора волшебства, это время исполнения желаний. Это в тот период, когда происходят действительно чудеса и происходят с нами, со всеми достаточно интересные магические события. И удивительно, но вот именно в это время исчезает негатив, он сам собой. Вы знаете, даже люди из-за практики даже становятся намного терпимее друг к другу. И говорят, что в эту самую волшебную ночь с 6 на 7 января на землю спускаются ангелы, которые пытаются помочь всем. И все те желания, все те посылы, которые вы будете отправлять в Вселенную, они обязательно исполнятся. Да, конечно же, у Вселенной нет расписания приема личных обращений нас, всех людей. И Вселенная, высшие силы, они готовы нас выслушать и принять в любой момент времени. Но Рождество – такой день, когда шансы просящего увеличиваются во 100 крат. И это происходит не случайно, потому что законы, постичь которые невозможно до конца, и они устроены таким образом, чтобы человек мог обратиться к ним тогда, когда действительно в этом есть необходимость. Конечно, время там бежит по-другому, и нам, простым смертным, наверное, не понять. И иногда нам даже скажется, что небеса глухи к нашим просьбам. Но это далеко не так. Рождество – это тот день, когда исполняется что-то давно запрошенное и ставится в очередь то, что необходимо вам сейчас. Но помните о том, что у Вселенной, как правило, есть свои законы, есть свои порядки. Поэтому и правила обращений также строго регламентированы. Знаете, Вселенная – это не какое-то справочное бюро, в которое можно подойти и что-то спросить, и после этого еще, если надо, оплатить как за услугу. И способы, которые позволяют получить желаемое на Рождество, существуют издавна. Поэтому для того, чтобы рождественские гадания сбылись, вам нужно обязательно соблюдать определенный порядок. Во-первых, перестаньте думать в что-либо в негативном смысле, потому что негативные желания, помыслы имеют свой вес в нашем материальном мире. И, как вы знаете, они также сбываются, но работают против человека. Поэтому никаких злых мыслей не должно быть у вас в голове. Ни в коем случае, не только в Рождество, но и вообще не старайтесь и не думайте, не желайте никому зла, потому что высшие силы сами разберутся, и каждый получит свое. Очень важно, чтобы вы стали более мудрее, смогли простить и отпустить. А карма, вы знаете, настигнет того, как кого нужно, и без участия пострадавшего. При этом наступит в тот момент, когда никто этого не будет ожидать. Если желать пакости человеку из чувства зависти, то будет хуже вдвойне самому просящему. Рождество – это праздник доброты, это праздник любви, поэтому зла в нем нет места. Конечно же, не нужно просить денег, потому что не в деньгах все-таки счастье. Конечно же, плакать и рыдать о новом Мерседесе или БМВ, конечно, приятнее, чем в трамвае. Но в современном мире материальные блага, вы знаете, это вопрос достаточно философский. Но просить новую машину или выигрыш в лотерею, просто это бесполезно и не нужно. Ведь единственное, что невозможно купить за деньги, это свет души и место в раю. Если у вас положение тяжелое,
и просто вам нечем кормить семью, то, конечно же, ни о каких деньгах речи и быть не может. И здесь возникает только вопрос, как заработать деньги для того, чтобы прокормить семью. Поэтому лучше иногда может загадать желание, например, чтобы вашу заработную плату увеличили или открылись двери, дороги, например, к новой какой-то высокооплачиваемой работе, чем какой-то лотерейный билет на миллион. Также вы должны понимать, что должна быть у вас точность формулировки, потому что как вы формулируете свою просьбу, так вы и ее и получаете. В любом случае, как мы уже неоднократно говорили, при составлении любого желания избегайте частички «не». Например, «я не хочу болеть», и «я здоровый человек», как вы видите, это звучит все по-разному. В первом случае отрицание уже пропитано вот этим негативом и неуверенностью, а во втором случае прямое утверждение «я здоровый человек». Так что лучше прямо желать, а не ставить никому условия. Помните о том, что Рождество – это все-таки день благодарности каждому человеку, Вселенной, высшим силам, что они вам помогли, что они вам сделали. И любое, запомните, прошение, просьбу всегда нужно начинать и заканчивать словами благодарности. Например, благодарю за то-то и то-то, например, что было, благодарю за то, что будет и так далее. Это очень важно. Вы знаете, способов правильно загадывать желания на Рождество не так уж и много, но вы их легко можете запомнить, и чтобы оно сбылось, конечно же, в Рождество проводят различные обряды. И далее мы в этом видео предложим вам один из сильных ритуалов, которые помогут вам привлечь вот то, что вам нужно в вашей жизни. Первый ритуал, который мы рекомендуем всем провести, это уже выйти на улицу в то время, когда уже будет первая звезда, и нужно посмотреть на небо и сказать все то, что вы желаете. Вы можете выйти уже на улицу и после 18 часов 6 января. Вы можете и выйти в полночь, и погулять часов до 3 утра. Здесь, конечно, никакие вам спутники не нужны. И когда вы выйдете на улицу, необходимо вот именно постараться настроиться на волну небес и почувствовать дух Рождества. Если вы этого почувствовали, вы это почувствуете, потому что это волшебное, это необычное время, потому что в этот момент вы можете просить то у высших сил, у ангелов, у Вселенной, все то, что вам действительно важно. Но напоминаем, что все начинается с благодарности. И затем, глядя в ночное небо, вы можете просить уже о сокровенном. Делать, пожалуйста, это нужно только искренне, попутно оговаривая то, что может произойти хорошего после исполнения желаний. Например, прося о повышении или о хорошей работе, важно сказать, что тогда можно было, что вы, вот, имея, вот, например, хорошую работу, да, вы смогли бы оплатить учебу, например, учебу ребенка или, например, купить какие-то дорогие лекарства родителям. Конечно же, когда ваша мечта сбудется, а это непременно произойдет, то нужно будет, например, выполнить свои цели. То есть вы получите деньги от высших сил через работу, через подработку. Вы должны понимать, что Вселенная, она безгранична, и к вам могут прийти деньги тем способом, который вы просто не ожидаете. После этого их деньги надо получить, поблагодарить, оплатить и купить то, что вы обещали. Много загадывать желаний не стоит, иначе, знаете, это уже не разговор, а непонятно что. И обязательно, после того, как вы попросили у высших сил, у Вселенной, обязательно поблагодарите Вселенную за то, что у вас есть, и за то, чтобы у вас было. Также поблагодарите обязательно за тех людей, которые находятся в вашем окружении. Конечно же, вы должны понимать о том, что это очень волшебное время, и вы должны просить с чистыми помыслами, с открытым сердцем. Если это будете делать лишь бы, то вы и должны понимать, что вы также и лишь бы и получите. Поэтому все, помните, зависит только от вас, от вашего желания. И, друзья, используйте это время. Поэтому именно с 6 на 7 января.
когда уже выйдет первая звезда, появится, обязательно выйдите на улицу и загадайте свое самое сокровенное желание. Не бойтесь тех желаний, которые возможно, вот те истинные, настоящие. Возможно, у вас сейчас нет крыши над головой своей именно. Возможно, у вас проблемы в личной жизни, возможно, что-то у вас не получается. Забудьте об этом и на время проведения этой практики, загадывания желаний, просите то, что действительно вам нужно и важно. Не думайте о том, как к вам это поступит или это вы заимеете. Не ограничивайте себя, не ставьте себе какие-то лимиты или границы. Не нужно. Вселенная безграничная, она найдет способ, как вам помочь и что вам сделать. Друзья, мы вас всех поздравляем с наступающим Рождеством Христовым. Желаем всем здоровья, благополучия, достатка. Пусть в вашей жизни все прекрасно, чудесно и замечательно.